Резкое контрнаступление Украины и освобождение области ВСУ отбивают километр за километр с невероятной скоростью. Оккупанты в панике вынуждены отступать, не помогают даже дроны. Топливо официально все, бензиновая катастрофа дошла до невероятного масштаба, срочное обращение к чиновникам. Люди готовы брать серпы в руки. Экстренный ввод режима ЧС и зеленая революция в России, высадка десанта и полный захват острова. Военные начинают спецоперацию, резкое заявление президента. Китай внезапно выставил ультиматум РФ. Путин не был готов к такому. Чего резко затребовали в Пекине и почему именно сейчас? Российские спецслужбы предали Кремль? Это и многое другое в свежем выпуске, но и новостей на Нехта. Уже середина рабочей недели, а события и не думают притормаживать ни на минуту. В эфире Нехта для вас работает Степан Путила. Внезапное наступление ВСУ, о котором мы рассказывали накануне, не сбавляет оборотов. По данным мониторингового проекта Deep State, только за минувшие сутки украинские войска отбили у россиян еще несколько сел на юге и почти полностью вычистили от врага Днепропетровскую область. За эти сутки противник не досчитался еще нескольких десятков квадратных километров. Всего с начала операции украинская сторона заявила уже более чем о 400 отбитых населенных пунктах. Российская 120-я дивизия морпехов и 68-й корпус понесли тяжелые потери. Управление дронами у них парализовано. В соцсетях оккупанты ноют. Количество дронов-ждунов на пути следования любителям танковых прорывов и мясных штурмов посвящается. Превосходство в малом небе – одна из основных причин, почему эвакуация становится почти невыполнимой задачей. Российские дроны бойцы ВСУ научились щелкать как орешки. На видео уже 23-й сбитый. Свежий трофей и в большом небе. Над Белгородской областью украинский FPV-дрон сбил российский ударный вертолет Ми-28, тот самый грозный ночной охотник. Маленький дрон завалил боевую махину. Красноречивее не выразишься. А в море для России дела совсем швах. Если Азовское украинские дроны уже фактически зачистили, за 9 суток там ко дну пошли 116 судов теневого флота, то теперь настала очередь с Черного. Только за одну ночь на 15 июля птицы Мадяра отправили на дно еще 20. 17 нефтяных танкеров, 2 газовоза и буксир. Счет открыт в сухую 20-0. А всего за операцию «Молочка» поражено уже более 136 судов. И флот РФ реально сдувается. По данным Института изучения войны, движение кораблей в Азовском море рухнуло вдвое, у Керчи на 3/4. Россия встала, перекрыла Азово-Донской канал, перестала принимать заявки через Керченский пролив. А это до четверти всего ее экспорта зерна. Это уже даже не пиратство, чем занимается украинский режим. Пираты хотя бы они грабят и себе забирают. А здесь ни себе, ни людям просто нанести ущерб, запугать чистой воды терроризм, который проявляется не только в Азовском море, и в Черном море, кстати сказать. Да уж, вывел на чистую воду. Необычно слышать про пиратство от тех, чей корабль «Изумруд» 8 лет назад сам таранил украинский буксир в Керченском проливе. Зажимай, давай, молодец. Дави его справа. Дави справа. Накануне мы рассказывали, что тот самый «Изумруд» на днях, к слову, и накрыло украинским дроном, как говорится, что посеешь. При этом российские дроны, которые день подряд атакуют иностранные торговые корабли у берегов Одесской области. Обычные сухогрузы под флагами Тога, Танзании, Маршалловых островов, что везут зерно до удобрения. Только за 13 и 14 июля погибли 8 гражданских моряков, еще десяток ранены. Вот и вся разница. Украина топит танкеры теневого флота, что кормят войну, а Россия убивает мирных моряков на зерновозах. Расплата за все это ложится на оккупированный Крым, который петля затягивает намертво. Керчь после ночных ударов полностью обесточена, в Евпатории позакрывались магазины, нечем питать холодильники, туристы спешно пакуют чемоданы и бегут с полуострова. К сожалению, мы приняли решение временно покинуть Крым. Это было очень непросто, ведь здесь вся наша жизнь. Крым отрезают от снабжения по морю, суше и воздуху, и никакие лавровские терроризмы уже этого не остановят. Украинский флот показал вблизи свой морской дрон «Барракуда» и сразу в деле. Целая стая работает слаженно. Одна лодка бьет по судну у берега, другая пускает ракеты, третья наводит FPV-дроны на берег.
А до чего Украина довела российскую ПВО отдельный номер. По спутниковым снимкам россияне тайком сняли из-под Северодвинска 2 десятка комплексов С-300 и С-400, что прикрывали Севмаш, единственный в стране завод атомных подлодок. Утащили латать дыры под Москвой и у фронта, а святая святых ядерного флота осталась почти голой. Зато до Москвы не долетает. Перехватчиков на все уже не хватает. А ночью и утром Россия снова била по украинским городам. В Одессе под ракетами. По данным на момент записи погибли минимум 3 человека, ранены 3, поврежден жилой дом. В Сумах с утра сыпали авиабомбами. Известно как минимум 3 погибших и 17 раненых. Среди них 16-летний подросток. Одна бомба упала у больницы, где было людно. В Черниговской области дрон убил мужчину. В ответ на Москву за сутки летели более 340 дронов, а ВСУ ударили сразу по 2 российским НПЗ в Башкортостане и на Кубани. Бензиновая катастрофа в России катится дальше и доходит уже до невероятного. Топлива не остается даже у самих чиновников. Сразу 3 региона – Владимирская, Ставрополье и Ханты-Мансийск – объявили: бензин теперь только для экстренных служб. Остальным как повезет. А ставропольский губернатор в одном из главных нефтедобывающих краев страны велел чиновникам пересесть на велосипеды и ходить пешком. Уважаемые главы, я вас очень всех прошу. Внутри города можно пешком передвигаться, на велосипеде ездить. С завтрашнего дня машины, пожалуйста, поставьте, и хватит уже тратить и так, и без того дефицитный бензин и дизельное топливо. Так вот она какая зеленая революция в России. Можем повторить, тихо превратилась в можем подойти пешком. Спасаются кто как может. Остается молиться. Опять проблемы с бензином? Давайте помолимся, чтобы поскорее эти проблемы ушли. Комментаторы тут же посоветовали молиться о другом, чтобы ушли из Кремля, тогда и бензин появится. А без дизеля тем временем встает все. Фермеры хватаются за головы, солярки нет. Однако полностью без урожая Россия все же не останется. Хоть и есть нюанс. Соляры нет, чтобы этот хлеб собрать. Хоть бери и серпами выходи, как в старину. Железнодорожники также бьют тревогу, нечем заправлять тепловозы на тысячах километров неэлектрифицированных путей. Все может встать. В Оренбурге следом за бензином пропал уже и газ, а доставка товаров дорожает по всей стране. Озон и вовсе сворачивается из так называемой ДНР из-за смерти курьеров и из-за форс-мажоров в логистике. Но добивает все вот что. По данным Bloomberg, за 100 дней украинские удары вывели из строя 24 из 34 всех крупных российских НПЗ. Переработка рухнула до минимума аж с 2005 года. И бьет это все уже по фронту. В Крым топливо для военных возят волонтеры, а на передовую стало доезжать меньше припасов. Не на чем. Мы, пограничники Крымского полуострова, выражаем огромную благодарность волонтерской организации «Два майора» за оказанную помощь в приобретении средств для доставки топлива. Вот вам и страна-бензоколонка, у которой кончился бензин. Сначала пропали бензин и дизель, а следом посыпалось все. Без дизеля не завезешь и газ. Вот и он уже в дефиците. Чиновники крутят педали, поп молится о неспослании горючего, фермер грозится жать серпом, а великая армия ждет горючего от волонтеров. И удары-то лишь продолжаются. Прилетело откуда не ждали. Китай решил поставить Москве настоящий ультиматум. По данным Wall Street Journal и Reuters, Пекин заморозил переговоры по газопроводу Сила-Сибири-2 и потребовал почти 5-кратную скидку. Покупать газ по внутренним российским ценам – около $50 за 1000 кубов. Да еще чтобы всю стройку Россия оплатила сама. А на десяток визитов российских делегаций холодно ответил: не приставайте, пока не согласитесь на все. И Кремлю крыть нечем. Европа закрыта, газ девать некуда. Покупатель остался один и диктует, что хочет. Вот и вся дружба без границ. Младшего партнера нагибают, а он лишь нагибается. Но в самой России, куда ни глянь, кругом режим ЧС. На Урале, в Свердловской области все уходит под воду. Паводок затопил под 500 домов, отрезаны десятки поселков. Объявлено сразу 6 режимов чрезвычайной ситуации, включая сам Екатеринбург. И вода все прибывает. А на Кубани новая напасть. На побережье снова полез мазут. Пляжи чернеют от нефтяных выбросов аккурат в разгар сезона. И все это в паре шагов от заповедника, где сейчас гнездятся до 1 миллиона птиц. Куда ни ткни, то потоп, то нефть, то горит. Зато в Анапе рис с гречкой кушать можно. Контейнер с рисом выбросила в Анапе. Видите, и гречка еще коричневая. Это гречка.
А теперь то, от чего запахло огромной войной. В Белом доме за закрытыми дверями обсуждают то, чего не было давно – высадку и захват целого острова. Речь про Иран, который США долбят уже 4-ю ночь подряд. Последняя волна ударов шла 7 часов без передыха. Ракетные базы, флот, береговая оборона. А дальше Трамп пригрозил так, что холодеет. Не сядьте за стол, на следующей неделе снесем все ваши электростанции и мосты. Оставим страну полностью без света. Атаки по Ирану будут продолжаться, пока я не скажу «хватит». И вот на совещании уже всерьез прикидывают специальную наземную операцию – захват иранского острова Харк, того самого, через который идет иранская нефть. Иран в ответ огрызается по американским базам в заливе и рвет последнее перемирие. То ли Трамп по привычке пугает, чтобы дожать, то ли мир и правда на пороге новой большой войны, но спокойствие это все точно не сулит. Пока россиян, как послушное стадо, загоняют в национальный мессенджер Макс, якобы ради цифрового суверенитета, российские спецслужбы сами предпочитают проверенный иностранный Телеграм. Как выяснила команда Нехта, в польских телеграм-чатах по-прежнему активно вербуют людей для диверсий по всей Европе. Схема отработана. Под видом легкого заработка кураторы из РФ используют людей в темную. Начинают с безобидного, а потом поднимают ставки. Сначала нарисуй граффити, наклей стикер, сфотографируй объект, а потом подожги машину или установи камеру у военной базы. Платить обещают в крипте, но часто после просто кидают и отказываются платить после выполнения. Цель – молодежь от 18 до 21, мигранты, люди в трудном финансовом положении, иногда подростки. Один из попавшихся на такую вакансию рассказал журналистам Нехта, втягивали постепенно, а когда попытался отказаться, начались угрозы. И таких сотни, а ведь из-за одной ошибки можно испортить себе всю жизнь. С 22 года российские спецслужбы стоят как минимум за 151 подтвержденным случаем гибридных атак в Европе. Больше всего в Польше и странах Балтии. А только в Украине с 24 по 25 задержали более 600 человек, выполнявших задания Москвы, включая несовершеннолетних. За такое светит до 10 лет тюрьмы. При подозрительных предложениях спецслужбы просят сразу писать им, например, через телеграм-бот польского АБВ, СБУ или сайт Госдепартамента безопасности Литвы. Но выходит, что кремлевский суверенный интернет работает ровно в одну сторону. Россиян под блокировкой в МАКС, а спецслужбам телеграм и свобода действий по всему миру. Кто кого кидает в итоге? Вопрос риторический. Но не забывайте про наш надежный NextStep VPN, он обходит блокировки и защищает вашу анонимность. Ссылки под видео лучше купить прямо сейчас. До встречи уже утром, если подписаны, конечно.